Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу предложить вашему вниманию еще один очень легкий в исполнении, нежный и красивый ажурный узор. Этот узор подойдет для вязания очень многих плечевых изделий. Будет красиво смотреться как в летних футболках, топах, сарафанах. Также будет красиво выглядеть в джемпере. Возможно, вы захотите связать вот такой комплект, как вы сейчас видите на экране. Этот узор можно применить для вязания кардигана, шали, палантина. Также украсить низ пальто или же теплого свитера. Также все это будет выглядеть очень эффектно и красиво. В исполнении он очень простой, как я уже сказала. По сути своей нужно запомнить только один ряд, а далее он повторяется. Вот так этот узор выглядит при вязании снизу вверх. Он формирует легкую такую незначительную волну. Камера немножечко искажает и увеличивает волну. Постараюсь показать вот так. Если же вы хотите более выраженную волну, ее очень легко с этим узором сделать при помощи ВТО. Или же наоборот убрать ее полностью, также не составит никакой сложности. Для вязания этого узора подойдет любая гладкая пряжа. Очень красиво он будет смотреться в пушистых видах пряжи. Можно фантазийную пряжу. Также, кстати, для этого узора подойдет легкий меланж. Тоже очень красиво ляжет и будет эффектное изделие. Можно использовать пряжу с люрексов, с мелким бисером. Вариантов масса, и все это будет выглядеть очень красиво и эффектно. К спицам этот узор также абсолютно непривередлив, красиво выглядит как в плотном вязании. Вот и у меня достаточно плотно связан этот образец. Также он будет красиво смотреться в рыхлом вязании. Я свой образец вязала из хлопковой пряжи. Здесь 320 метров в 100 граммах, и вязала я на спицах 2,5. Обычно эту пряжу я вяжу на троечке. Просто рассказываю, чтобы вы могли соотнести плотность моего и вашего вязания и как это будет выглядеть приблизительно в вашем изделии. Вот так выглядит узор этот при вязании снизу вверх. При вязании от горловины он выглядит очень похоже визуально, хотя если присмотреться, совершенно по-другому он выглядит. Изнаночная его сторона выглядит вот таким вот образом. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать 2 раппорта узора, поэтому я набрала 27 петель, 24 это 2 раппорта узора, плюс 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Хочу показать вам переходы, и такие узоры, как правило, смотрят очень много начинающих мастеров, им тогда проще разобраться и со схемой, и с вязанием данного узора. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочную петлю я просто переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое, так чтобы первая дужка петли смотрела на меня и в изделии петли не получались скрещенными. И провязываю их 1 лицевой петлей. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, лицевая, третий накид, лицевая петля, четвертый накид. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петля должна быть открыта, вторая дужка смотреть на меня, тогда петли будут ложиться красиво и не получится ненужные узелки в вязании. Я закончила вязать первый раппорт узора и повторяю. 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
Дальше идет 4 накида через лицевую, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, третий накид, лицевая петля и четвертый накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Поворотные же ряды заканчиваются лицевой петлей симметрии и кромочной. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными петлями. Накиды также провязываются открытой изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, все петли провязываются в четных кругах лицевыми, накиды в том числе. Давайте я вместе с вами начну вязать второй ряд, покажу, как выполняются те или иные приемы. И далее четные ряды я буду пропускать. Кромочную я переснимаю и начинаю вязание. Изнаночные петли провязываю изнаночной петлей. Накиды провязываю открытой изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Изнаночная, накид открытый. Изнаночная петля, накид также провязываю изнаночной петлей. И вот таким образом я провязываю до конца ряда. В третьем ряду все петли провязываются лицевыми. Я также начну его вязать вместе с вами, а далее, я думаю, сложностей не возникнет, и вы провяжете до конца ряда самостоятельно. Все петли провязываются лицевыми. Вот таким образом. Пятый ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое и провязываю 1 лицевой петлей. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 4 накида через лицевую, накид, 1 лицевая, накид, лицевая, третий накид, лицевая петля, четвертый накид, после чего провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево и второй раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, далее идет 2 убавления вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. После чего 4 накида через лицевую. Накид, лицевая, второй накид, лицевая петля, третий, лицевая, четвертый накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Седьмой ряд провязывается полностью лицевыми петлями. Соответственно, 8 при поворотном вязании все петли будут также изнаночные, как и все четные ряды этого узора. Думаю, повторять, как провязываются лицевые петли, нет смысла, поэтому я провяжу их за кадром. Во второй половине раппорта узора в высоту провязывается все то же самое, только со смещением в пол раппорта. Вот это смещение. Давайте провяжем это вместе. Итак, 9 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 1 лицевая петля, накид. Это я провязала первый раппорт узора. Продолжаю вязать второй раппорт. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля,
2 вместе лицевой с наклоном вправо. И второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, 1 лицевая и накид. Хочу обратить ваше внимание, что этот ряд заканчивается накидом. Его нельзя упустить, просто продолжать вязание, начиная с первой петли узора. Это будет 1 лицевая. Я же заканчиваю ряд 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. 11 ряд провязывается полностью лицевыми петлями. Соответственно, 12 при поворотном вязании все петли будут изнаночные. Я провяжу эти 2 ряда за кадром, потом вернусь к вам. 13 ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать сразу раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, лицевая, 3 накид, лицевая петля, 4 накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее накид, лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. После того, как провяжете 14 ряд, 15 ряд будет провязываться также полностью лицевыми петлями. Думаю, с такой задачей все справятся. А сейчас хочу показать, как этот узор выглядит в более толстой пряже. Вот таким вот образом. Надеюсь, вы убедились, что узор действительно очень легкий в исполнении, а выглядит потрясающе и эффектно. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале!